Я давлю на грудь, и тут такая стрела молока. С вами Арт-Патруль, друзья. И это особенный для нас всех выпуск. Первый выпуск из-за рубежа. Из прекрасного города Вены, столицы Австрии. Мы сидим на пороге потрясающего пространства, где сегодня открывается международная ярмарка Вена Contemporary. Это аналог российской ярмарки современного искусства Cosmoscope. Кто не видел, вы можете посмотреть здесь. Нас ждет потрясающая программа на протяжении 4 дней. Нас ждут самые интересные галереи Восточной Европы и России, самые крутые художники и самое актуальное искусство. И, что вообще немаловажно, мы очень подготовились и первый раз взяли петличку. Сразу хочу для себя подчеркнуть отличие от Cosmoscope. На открытии Cosmoscope было огромное количество народу у гостиного двора, здесь народу гораздо меньше. Но мы вам обещаем, что вы сегодня узнаете знакомые лица, которые были у нас в предыдущих выпусках. Здесь наша русская братва тоже с нами. Помните, я сказал, что наша арт-банда повсюду? Ни одна ярмарка не откроется без королевы сварки, вы понимаете? И, как говорится, мысла, коромысла. А почему нет воды? Так это нет. А Без меня тоже никуда. Все, вы понимаете, для русских людей, интересующихся искусством, особенно молодых, я не говорю про Сашу как художника, я говорю про себя, про Алену, про Алину. Это лишний повод полететь в Вену и тусануть. Вот и все. Аксино Family Foundation в этом году представляет в рамках программы сотрудничества и помощи Институт проблем современного искусства. Сейчас представлены на стенде 4 художника, это выпускники. Их выпускные работы этого года, 2018 года, поэтому это все молодые, еще не определившиеся и не разобравшиеся в себе, наверное, можно так сказать, художники, которые попробовали себя в этом качестве и которых решил поддержать фонд. Тут представлена работа сама и видео как сопровождение. Девушка вместе со своей бабушкой готовит вареники и пельмени по традиционному молдавскому старому рецепту. Работа называется «О ценности». Обожаю современное искусство. На ярмарке совмещены новые технологии, то, что мы получаем, используя там свой разум и чувства наши. Получается, эта работа написана Константином Новоселовым графеном в том числе. И это тот элемент, который он придумал и за что он получил Нобелевскую премию в области физики. Здесь представлено всего несколько российских галерей, все остальные галереи зарубежные. Я думаю, что вам очень интересно будет познакомиться с зарубежными галереями. Andreas Binder, Munich. Сейчас познакомимся. Andreas Binder? Nice to meet you, Andreas. My name is Yuri. That's a Spanish artist, Julio Ronde. He's 65 years old. He paints, since the beginning of his career, he paints on glass. Yeah. And behind glass. And I think that's like a very nice wall. You have a look like through all these color. It's very colorful. It's very expressive, gestural. And that's like one. Yeah, it's so colorful, you know. That's Matthias Meyer. He started with Gerhard Richter at the Düsseldorf Fine Art Academy. Where is he from? He comes from Germany. Germany. So Spain and Germany. Spain and Germany. And he paints like always like directly to the canvas. Yeah. So he never draws or he never projects on the canvas. So he is like a very kind of like action painter. Yeah. Yeah. So the most important question. Yeah. What about selling?
What about selling this? What about collectors? Yeah, collectors. Here. There are like some collectors, yeah, and we got like 2 of the Julio Rondo works, yeah. You already Yeah. sell. Yeah. Sold. And one of the Matthias Meyer. Yeah. Altogether 4 paints. For works, yeah. For both. Beginning. What's the price of? Price range is like between 10 to 15,000, and this is like for one. yeah, for and this each. is like 15 to 20. It's good price. Yeah. It's really. So you know he's like painting. He does like the so-called photorealistic painting, Yes. and he's very successful with this. He lives now in New York, and he is working with these models. Yeah, that's for example that's a Russian. That's Russian, a Russian actress. yes, Yeah, Russian She actress. lives in New York. Yeah, Olya. Olga Zuyeva. Genau, Olga Sukova. Yes. Very good. And she did a series with these photorealistic paintings by Igor Osieri in New York, and yeah, beautiful paintings. Yeah, have a look at Yes, the it's work. good. Друзья, Венская галерея, Майна Кайнер, галерист. This is made by a Japanese artist. Eya Japanese? Yes. Eya Arakawa is his name. He's living in New York. And this work is referring to a very famous performance by Tony Conrad in the 70s. And he took the date of this performance to make a horoscope. This is a horoscope. Друзья, есть одна объединяющая черта современного искусства всего мира. Неважно, это ярмарка в России, в Вене, в Дубае или в Майами. Везде очередь за бухлом. Если на российской ярмарке Космоску наливают водку Белуга по-русски, то на венской наливают апероль. Но разница в том, что в России наливают бесплатно, а здесь апероль за евро. I would like to ask you about this unbelievable pop art. What is it? From Aero. Yes. Yeah, he's from Iceland, born in Iceland. He Yeah, yeah. is one of the members of the group Figuration Narrative, and he lives in Paris. And he got famous in France, in Paris. And he's 85 years, I think, now. He's 85 years old. Really? Yeah, but you think he's 19, Yes, huh? yes, of course, because of his art. Yeah. It looks like Yeah, he's yeah. very young, Yeah, he's you very know. famous. You have Shopper Ferry. Yes, we are representing him. You're representing him. It's something special. So, and what about sellings? This is edition of 12. Edition. 14,500 euros. And this is a unique piece, the left one. 14,500 euros. And this is 450 тысяч евро, but it's an друзья. edition of 12, and this left one Yes. is a unique piece. And it's Unique piece. 29,000 euros. 29. 14. 14. 14 и 25. Ah, not yeah. 450,000. Yeah. No. А, окей. 25. Друзья, бой не 450 тысяч. Unfortunately, not. Друзья, этот оранжевый кружок всегда ставится около картины, которая уже продана, чтобы коллекционеры, которые приходят, не теряли свое время рассматривая то, что уже ушло другому человеку. Итак, мы делаем вывод, что Shopper Ferry продан. Кто-то счастливчик, мы не узнаем. Мы наконец-то увиделись. Что вы привезли из прекрасного Из прекрасного Урала замечательную в теплую Ольгу Вену. Таврилуц. Ольгу Таврилуц? Да, она не с Урала, она из Питера, но мы с ней дружим, мы с ней работаем и в Екатеринбурге, и в Будапеште. Мы ее очень активно везде выставляем, поддерживаем ее выставки в различных кунстхале. да. Она для нас очень важный человек, очень важный художник, мы ее очень любим и ценим. Антикуляр состоит из супер маленьких линз, и для того, чтобы сделать
сделать, напечатать вот такую переливашку. Извините за такое слово. Не, это нормально. Чем больше Необходимо таких слов, тем легче смотрится. Поэтому Необходимо совместить в одном 160 изображений. Каждое из них специально прорабатывает художник, а потом рендерится это все дело, и получается вот такая суперэффектная штука, которая с одной стороны выглядит как лужи нефти, да. которые потом поднимаются, и вы считаете, что это... С отсылкой на Россию. Да, Мы с как тобой бы- знаем, что такое рендерится. Да, и вы Слушай, получаете обалдеть. ойл. И они как цены на нефть вверх-вниз, вверх-вниз. Блин, это очень круто. Так, а здесь? Колючее сердце? Да, здесь колючее сердце, и какие тут могут быть еще комментарии, кроме того, что именно эта работа, это сердце выиграло в 2016 году конкурс в Дюссельдорфе. Именно по этой технике. Именно эта работа. Именно эта работа. А что, она Честно, всегда делает эти 3D? она занимается не только 3D, она в принципе экспериментатор, она пионер медиа-арта уровня AES плюс F, ниже. И как бы А вот S плюс F. Друзья, не заморачивайтесь. Правильно. это тоже очень крутые российские художники. И Ольга один из топовых художников. И она делает такие крутые штуки, которые лучшие в мире. Oh my god, you look so cool. You look amazing. Really, You look at some really. works of mine there, okay? Yeah, and you come and visit us, okay? Yes, of course. Yeah. Can you- Just give me a call when you have more time, and then you visit us in the intergalactic living room, okay? Of course. It's near. It's Yeah, it's in the very 7th much. district. It's very close. Here is your best part of your body. Thank you. Thank you. Boys are Right from... here. Right here, right now. And all the No, all I the will. time. I will never Because watch. This is your third eye, up there. So die. This is your third eye. When you sense things there, you will find out that they have a meaning for you. Yeah, and you see them with your senses that you maybe not have awakened yet, but they're coming. Ba-la-la-la, ba-la-lu, dum bum bum put butch. It's our friend from Russia, Alina. Yeah, my name is Alina. Wow. Ребят, это самый охуенный момент выставки. Я правда вам говорю. It's so beautiful. Да. All the world without board. Yes? Welcome, welcome. At the concept store. Вага-вага. Free. Putin. Nice to meet you, man. Открытие закончилось, и мы приехали на закрытую вечеринку к художнику на квартиру в самом центре Вены. Сразу же Джон Леннон, прекрасный Джон Леннон, стиль поп-арта. Просто посмотрите на эту красоту, ребята. Везде арт. Везде Old Queen, везде арт. I was told of a danger, but I can hear liberation coming off the Это правильно? Суть была в том, что мы написали свой манифест, и мы сказали, что женское начало есть у каждого. Будь ты мужчина, у тебя есть женское начало, у тебя X-хромосома есть. Да, у меня есть X-хромосома, есть трансгендеры, геи, кто угодно, у всех есть женское начало, поэтому мы хотели с ними со всеми поговорить. Мы написали манифест и хотели с ними со всеми поговорить о том, что у всех есть женское начало, как мы не хотим ругаться с мужчинами. Мы хотим просто осознать то, что у нас это есть у всех, и как мы все на это смотрим. Если долго кормить ребенка, то сосок такой достаточно большой вырастает. Я давлю на грудь, и тут такая стрела молока. Как эякуляция, да? Я это видео до этого тоже показывала, то есть вот только такое. Ну, я сама снимала телефоном, но на тот момент это было не очень. Ну и тогда я это так снимала, потому что было проще, да? Значит, такой большой сосок, и из него вот белая жидкость, да, вливается. И обычно люди так ходят, они вообще не понимают, они думают, какой-то член маленький, да, и эякулируют, да. То есть как бы вот такой вот разброс, что мы и так все, грубо говоря, в какой-то степени, на каком-то уровне мы все одинаковые, да. То есть какая-то поляризация, но которая, может быть, никому не нужна. То есть понять, что мы все... Короче, это был наш манифест. Но суть была в том, что народ приходит на выставку, и они
они все охуевают, вообще ничего нету, да? Да. То есть 100 имен, вообще Слушай, пустые да, стены, да, то есть они да. ждут Это картины кайф. в рамах. И там тут что-то свет какие-то- гаснет, да? Потом свет гаснет, и вдруг они читают что-то. Но они как бы, тут много всего написано, да? Они начинают читать. А там была такая специальная, мы программу такую сделали, да, что свет снова переключается на нормальный, и снова ничего не видно, да? И они понимают, что с этим арт-объектом, то есть как бы нужно потратить больше времени, чтобы понять, что они имеют в виду. Радар патруль Вене! Друзья, привет! Мы второй день на ярмарке венской. Мы шли сюда 10 километров, потому что мой дорогой оператор, благодаря которому вы меня сейчас видите, у которого сейчас камера в руке, повел нас окрестными путями. Понимаете? Мы легких путей не ищем. Зачем? Если можно пройти 15 километров, сил уже не осталось никаких. Но сегодня я хочу вам сказать, что мы сюда пришли потому, что мы вам покажем море крутого искусства и прекрасная девушка из России, художник Виктория. Мы сейчас с ней познакомимся. Согласилась нам рассказать про все хайлайты и молодежное искусство этого вечера. Вы находитесь на ярмарке, главный фокус, который... Не ожидали, друзья? На ярмарке. На самом деле, обратите внимание, это очень красивое здание. Это одно из первых зданий с металлоконструкциями в Вене. Построено в 19 веке. Очень, то есть мне очень нравится. Слушай, реально, павильон очень мощный. Очень Я красивый. даже вчера вот сказал, когда мы заходили, что выглядит, знаешь, как будто какой-то вокзал. Там Лондон, Виктория. Образно. Грандиозно. Это стенд галереи Целеван Алмсик. Тоже Вена? Да, это Венская галерея и художница Шарлотта Клубаса. Ага. Ну она прям вообще яркая. Она работает тоже с найденным материалом. Она отыскивает в магазинах, где можно купить ручки, маркеры, причем в художественных магазинах маленькие вот эти бумажки-пробники, где люди просто делают чтобы попробовать маркеры и ручки. Пишет ли она? Совершенно верно. Да. И она просматривает их и выбирает те, которые кажутся ей интересными, и использует их как модели для своих картин. Реально? Это вышаг! Да. Обалдеть! Что это, ноты, схемы? Да, совершенно верно, это партитура. Герман Нич знаменит в первую очередь своим театром «Оргии и мистерий», большую часть которых он показывал в своем особняке в городе Миссельбах. Это многочасовые, иногда несколько дневные представления с участием большого количества людей, нередко жертвенных животных, крови, краски. Это процессии, прототипами которых являются греческие оргии, и Герман Нич являлся в них дирижером. И в 2005 году в Бургтеатре было поставлено 8-часовое вот такое представление Германа Нича. 8-часовое? Да. Но греческие театральные представления, это очень... И люди находились в зале 8 часов? Люди находились в зале 8 часов, плюс люди должны были в этом участвовать. Потому что это такое искусство, предполагающее участие, а не созерцание. Да, то есть это happening. Интерактив такой. Да, это интерактив. И хорошо, это партитура того спектакля 2005 года. Абсолютно все расписано очень точно, поминутно, и указано, как должно выглядеть, какой должен быть звук, какой должен быть запах. То есть на самом деле все распланировано очень точно. Слушай, это правда очень круто. И сейчас это выставлено на продажу.
Уже... это выставлены в продаже, это очень редкий случай увидеть на самом деле эти фигуры. Тот момент, когда ты ходишь по ярмарке, наслаждаешься искусством, встречаешь тележку, и ты не понимаешь, вообще это просто тележка из супермаркета Отби или это произведение искусства, которое стоит $200 тысяч, понимаете? Хоть российских галерей в этом году не так много, но если взять все галереи бывшего советского пространства, то здесь представлены и грузинские, и галереи из Армении, и вот мы галерея Юлии Волошиной из Киева. Расскажите про самое вот интересное, может, на ваш взгляд. Да, вот. Это Жанна Кадырова. Создается впечатление, как будто художница налила в емкости какую-то краску или жидкость, но это не так. Она работает вообще с бетоном много и с керамикой. И именно в этой инсталляции она тоже берет плитку керамическую, вырезает каждую по диаметру, вставляет и расположена так, как будто палитра цветов. Да, расположена прям по цветам. Красная до темно-синей. От бордового такого кривного. Это очень интересная инсталляция. Это очень круто выглядит. Слушайте, друзья, вы понимаете, так как билеты сюда были дорогие, а нам ничего не оплачивают, приходится подрабатывать прямо на ярмарке. Но, между прочим, очень неплохо. Do you want some water? Okay, no problem. €1, please. Wait. О, видите, я уже заработал €2, друзья. Друзья, второй день на ярмарке, и я увидел самые крутые шары для бильярда, которые я когда-либо играл. Не, ну в эти я не играл, но надеюсь, мне повезет. Это галерея из Берлина, и у меня есть предложение. Сейчас мы подойдем к галеристу, и он нам немножко расскажет про эти шары. This is a space maybe, yes. And he works, tries to make big expressions, funny expressions. If you go around, it's funny. Have a look on the other side. It's another faces, yes. Turn around if you like or not, and yeah. But which hero is it? Who is it? It's nobody. It's nobody or himself. He tries to make faces and then draws it and then put them into this billiard balls. But yeah. But it's very funny if it was a face with Donald Trump, for example, or Vladimir Putin, maybe. Yeah, could be. Yeah. And how much was that? This is 11,000. 11,000 euros. 11 000 евро, друзья, за бильярдные шары. These are the 13 most wanted men of America. So Really? Yeah. Back then, in the 40s, 50s. This is from 1963. These are the proofs for the silkscreen series of the most wanted men. They're mafiosi from the Italian mafia in New York. Yeah. Wow. Wanted men. Prison photos. Yeah. Завершающий день работы ярмарки Вена Contemporary, и мы подходим к стенду Сергея Попова. Вы знаете. Добрый день. Здравствуйте, Сергей Попов-арт. Сергей, что в этом году вы привезли из Москвы? В этом году мы привезли большое множество российских художников, на самом деле почти 10, и именно принципиально сфокусировались на российских художниках, потому что мы делаем всегда интернациональную программу, что для Вены абсолютно естественно, но в этот раз мы решили показать только наших. Причем среди них Вадим Космачев, у которого мы уже были, это также наш, как и австрийский художник уже. А вот все другие живут преимущественно в России. Это художники разных поколений, как мы обычно показываем, из старшего поколения. В этот раз это еще Игорь Шелковский, у которого тоже, как и у Космачева, прошла выставка в Третьяковской галерее в этом году. А также наши авторы, в числе лучших и наиболее известных: Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы, Володя Потапов и еще несколько молодых и очень перспективных художников.
Давайте перейдем уже к работам поподробнее. Я с удовольствием. Потапов. Да, как всегда. Эта работа уже второй раз из серии Insight выставляется на Венской ярмарке. И второй раз работа из этой серии у Володи, в принципе, успех, успешные результаты. Есть продажи. Да, это сложные работы, которые делаются в такой технике буквально вырезания слоев акрила. То есть он как бы ковыряется внутри картины, и серия называется Inside, то есть внутри, как бы одновременно внутри картины, внутри советской истории, которая его тоже очень волнует. Друзья, Сергей Попов только что поделился со мной, что в этом году продажи идут достаточно удачно и успешно. И мне кажется, что мы нашли вообще главную причину этому событию. Однозначно. То есть талисман есть, понимаете? Тем более имя художника полностью совпадает с именем талисмана. То есть они оба Владимира Владимировича. Стенд галереи «Фокус Армения». «Фокус Армения» первый раз у нас на Вена Contemporary. Точно? Точно. Мы показываем 3 проекта, связанных с фотографией, с медиумом фотографии. Это Махера Азатян, Фируза Халапян и Ребекка Топакян. Ой, Это очень-очень-очень веселый проект, несмотря на черный цвет. Все почему-то ошибочно думают, что это грустный проект, на самом деле нет. Это математические загадки, называется «Секретное множество» Мики Ватиняна, 15 холстов. Все одного и того же размера, но с разной динамикой, с разными математическими заданиями, которые предстоит разгадать зрителю и решить зрителю, если, конечно, математики хороша. Проект «Фирузы» получил приз Венской ярмарки в номинации «Фотография». И это проект, который рассказывает про... В этом году, сейчас? Сейчас, да. прям первый день. Он рассказывает про город Мецамор, это город в Армении, в 2 часах от Еревана, город с атомной станцией. И реактор сейчас не работает, и город постепенно пустеет. Это город, в котором родилась сама Фируза, и все ее родители работали. Фируза – это имя художника? Имя, да. И ее родители работали на этой станции когда-то. Теперь они уехали, точно так же, как и уехало большинство населения этого города, да. И продолжает уезжать. И она снимает на очень хрупкий полароид. Хрупкий, потому что полароид со временем тоже исчезает. Друзья, вот и закончилось это 4-дневное путешествие по Венской ярмарке современного искусства. Это было просто незабываемое путешествие. Надеюсь, вам понравится этот выпуск.